В этом видео мы расскажем о фейхоа, фрукте, который часто недооценивают. А зря, ведь фейхоа – это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, особенно йода. Сегодня мы расскажем, чем полезна фейхоа, как его правильно выбрать и что из него можно приготовить. Что такое фейхоа? Фейхоа – представитель семейства миртовых, которому также принадлежат гуава и эвкалипт. Родина этого растения – прохладные субтропические и тропические высокогорья на юге Бразилии, Уругвая, Парагвая, Западной и Северной Аргентины. Это вечнозеленый многолетний кустарник, который, однако, при благоприятных обстоятельствах способен сформироваться в дерево, достигающее порой 7 метров. В наше время фейхоа выращивают как декоративное или садовое растение. В весенние месяцы оно радует глаз красивыми желтовато-розовыми цветами с длинными красными тычинками. Интересно выглядят и листья этой культуры, с внешней стороны глянцево-зеленые и серебристо-бархатные снизу. Плоды появляются примерно через полгода после цветения. Они небольшие от 2 до 8 см в длину и весят около 50 грамм, тускло-зеленого цвета с беловатым налетом. Кожа у спелых фруктов тонкая, но не съедобная. В полупрозрачной сочной мякоти прячутся от 2 до 3 десятков мелких семян. Вкус у спелых плодов довольно интересный, нечто среднее между клубникой, ананасом и гуавой, хотя некоторые улавливают в нежной мякоти фейхоа бананово-ананасовую композицию. Аромат чаще всего описывают как сочетание мяты и ананаса. На сегодня ботаникам известно о существовании нескольких десятков разновидностей фейхоа. В южном полушарии плодоносит с конца марта по июнь, а в калифорнийских садах урожай собирают в течение октября-декабря. Впервые урожай плодов фейхоа в дебрях Южной Бразилии собрал немецкий ботаник Фридрих Зело. И случилось это в 1815 году. В Европу это растение попало благодаря другому ботанику, французу Эдуарда Андре. В американскую Калифорнию его привезли только к 1900 году, а жители Новой Зеландии впервые увидели дерево на своих землях лишь в 1920. Полезные компоненты. Плоды фейхоа богатая полезными веществами пища. В мякоти фруктов содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, необходимые для жизнедеятельности протеины, углеводы и полезные жиры. Этот экзот – источник кальция, меди, железа, магния, марганца, фосфора, цинка, йода. Фейхоа содержит вещества, которые химики называют сапонинами. Не будем утомлять уроками химии, скажем лишь, что это очень полезные вещества растительного происхождения, которые также содержатся в люцерне, чечевице. Исследования показали, что сапонины способны предотвращать злокачественное перерождение клеток и снижать холестерин. Еще одна группа химических элементов, обладающих противораковыми свойствами, это флавоноиды. Они также в больших количествах представлены в плодах фейхоа. Помимо того, названные соединения полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Эти экзотические фрукты богаты витамином С и полезны для пищеварения клетчаткой. Фейхоа принадлежит к высокощелочным продуктам, которые помогают поддерживать здоровый уровень кислотности тела. Как употреблять? Это универсальный фрукт, используемый для приготовления десертов, йогуртов, соусов, джемов, желе, пирожных, соков или мармелада. Приятный запах свежих плодов усовершенствует вкус фруктовых салатов. Также их добавляют в пудингах и начинках для кондитерских изделий. Сладкие плоды фейхоа являются здоровой альтернативой сладким десертам. Плоды едят свежими, разрезав пополам, маленькой ложечкой выбирают мякоть, оставляя кожицу. Одно из преимуществ этих фруктов в том, что их можно заморозить без потери вкуса, аромата, цвета или ухудшения текстуры. Этот фрукт добавляют в шоколад, чай, каши, вино, водку, джин, алкогольные и безалкогольные коктейли, а спелые плоды консервируют. Его экстракт вводят в состав косметических средств, а семена используют как натуральный скраб. Маски из мякоти осветляют и омолаживают кожу лица, а волосы делают блестящими и здоровыми.
В альтернативной медицине фейхоа известно как средство против простуды, лихорадки, гипертонии и нестабильного кровяного давления. Этот фрукт советуют людям, борющимся с онкологическими заболеваниями. А садоводы любят выращивать фейхоа в качестве живой изгороди, которая может прослужить более 45 лет. Источник йода. Этот минерал заслуживает того, чтобы о нем рассказать отдельно. Многие привыкли пополнять запасы йода из морепродуктов, но этот фрукт также полезен для лиц с йододефицитом. Фейхоа должны появляться в рационе людей, страдающих от зоба или гипотиреоза. Регулярное употребление фрукта предотвратит ожирение, улучшит метаболизм, снизит чувствительность к холоду, избавит от усталости и депрессии, которые являются признаками дисфункции щитовидной железы. Другие полезные способности плодов фейхоа предотвращают хронические простудные заболевания, улучшают работу нервной системы, укрепляют десна, предотвращают анемию, укрепляют кости, ускоряют восстановление организма после травм и болезней, улучшают здоровье легких, защищают от вредных бактерий, активизируют работу щитовидной железы, ускоряют заживление ран, помогают бороться с хронической слабостью. Всем огромное спасибо за просмотр, и если информация была полезна для вас, подпишитесь и поставьте лайк. Всем удачи и пока!